Друзья, приветствую вас! Давно у нас не было темы про архетипы, думаю, пора продолжить. И в этом видео я расскажу вам про немного необычный архетип, про который вы, скорее всего, не слышали. Во всяком случае, точно не все из вас. Это архетип Люцифера. Причем, если вы думаете, что это архетип мужской, то нет. Архетип Люцифера прежде всего рассматривается как женский. Причем еще и очень актуальный в наше время. То есть, с одной стороны, мало кто про него знает, а с другой, таких женщин сейчас очень и очень много. В общем, надеюсь, интрига получилась, поэтому закончим со вступлением и приступим к рассказу. В переводе с латыни «Люцифер», это вы точно все знаете, означает два слова «люкс» – свет и «феру» – несу, то есть светоносный. До того, как христианство стало использовать его как имя для духа зла, слово «Люцифер» именем не было. Это был синоним утренней звезды. Так римляне называли планету Венера. В греческой мифологии также был полубог Фосфор, сын Титана Астрея, божества звездного неба, и Эос, богини Зари. Он был любимец и спутник богини Афродиты, то есть Венеры. Фосфор тоже переводится как светоносный или утренняя звезда. Если мы обратимся к той же Википедии и найдем статью под названием «Люцифер», то самое первое, что там будет сказано, это то, что Люцифер в римской мифологии – это персонификация утренней звезды, то есть планеты Венеры. А затем, что этот эпитет соответствует и древнеславянской Денице. Так на Руси называли всю ту же планету Венеру, то есть утреннюю звезду. Но, как мы знаем, Венеру также называют и вечерней звездой. Она появляется первой утром, еще перед рассветом, а затем первой после захода солнца. В древних религиях разделяли влияние утренней и вечерней звезды. Считалось, что вечерняя Венера носит лик божественный, возвышенный, а Венера утренняя связана с похотью, плотскими утехами, сексом. Утреннюю Венеру называли «несущая свет», так как она предвосхищала появление солнца. Соответственно, утреннюю звезду называли Люцифером, светоносцем, а вечернюю звезду – Веспер или Геспер. Некоторыми оккультистами считается, что Венера за 8 лет, переходя в ретроградное движение, делает 5 петель. Этот танец в космическом пространстве создает уникальную геометрическую фигуру – пятиконечную звезду – пентаграмму. Вообще, если присмотреться к траектории Венеры, то она действительно очень интересная, хотя по мне так она больше напоминает розу, чем пентаграмму. Правда, розу с четкими 5 лепестками. Древнеримский мифограф Псевдогиген писал: «Четвертая звезда – это Венера, называемая Люцифером. Некоторые утверждают, что это звезда Юноны. Во многих описаниях говорится, что она также называется Геспером. Кажется, это самая большая из всех звезд. Некоторые считают, что он является сыном Авроры и Кефала, который превзошел многих в красоте настолько, что даже соперничал с Венерой. И, как говорит Эратосфен, по этой причине его, Люцифера, называют звездой Венеры. Она видна как на закате, так и на рассвете, и поэтому правильно называть ее и как Люцифер, и как Геспер». Интересно, что в Римской империи имя Люцифер было не таким уж редким, правда, носили его мужчины. Значение его было «сияющий, несущий свет». Был даже святой Люцифер, епископ, который жил в IV веке нашей эры. И лишь с позднего Средневековья, с 17 века примерно, в христианстве слово «Люцифер» – это синоним падшего ангела, отождествляемого сатаной и дьяволом. Почему? Вообще, мотив небесного существа, стремящегося к самому высокому месту на небе только для того, чтобы быть низвергнутым в подземный мир, он не нов в мифологии различных народов. Похожая тема присутствует в вавилонском мифе об Итане, например, царе Кише. Еврейская энциклопедия комментирует: «Яркость утренней звезды, которая затмевает все другие звезды, но не видна ночью, могла легко породить миф, подобный тому, который был рассказан об Итане Изу. Его гордость побудила его стремиться к самому высокому месту среди звездных богов на Северной горе богов. Но был низвергнут он верховным правителем Вавилонского Олимпа». Мотив падения с небес также имеет параллель в ханаанской мифологии. В древней ханаанской религии утренняя звезда олицетворяется богом Атаром, который пытался занять трон Баала
и, обнаружив, что не может этого сделать, спустился и правил подземным миром. Или известный греческий миф про Фаэтона, который одолжил колесницу у своего отца, бога солнца Гелиоса, и вознесся слишком высоко, за что был убит Зевсом. Что интересно, Венера – единственная планета Солнечной системы, вращающаяся в направлении, противоположном направлению вращения других планет. И где-то здесь начинается ее мистическая связь с Люцифером, падшим ангелом, бунтарем, противоположным добру. Сатана с арамейского переводится как противник, противоположный. Иногда Венеру также ассоциируют с библейской звездой Полынь. Одновременно Венера – богиня любви, символ женского начала, эротической чувственности. Вот к этой связи Венера, Люцифер, женское начало мы еще вернемся. Давайте сейчас начнем с архетипа Люцифера. Не вдаваясь в известные подробности, можно отметить, что этот архетип – один из двух главных во всей мировой литературе, мифологии и сказаниях. Почему? Потому что всегда есть положительный герой-протагонист и его враг – отрицательный герой – антагонист. Причем довольно часто антагонист обладает вполне дьявольскими чертами. Например, Алый король, соперник стрелка Роланда из серии книг Стивена Кинга «Темная башня», или Белая колдунья, антагонист льва Аслана в хрониках Нарнии. Особенно если учесть, что большинство критиков считает, что Аслан – это Иисус в альтернативном мире хроник Нарнии. А еще один из героев этой книги утверждает, что колдунья – потомок Лилит, первой жены Адама. Некоторые апокрифы говорят, что, уйдя от Адама, Лилит стала женой Люцифера, от которого наплодила демонов. И вот здесь круг начинает замыкаться. Венера, Люцифер, Лилит. Про отношение к женщине и ее положение, начиная с древнейших времен, мы говорили очень много. Полное подавление, второсортное существо после мужчины и так далее. Мужчина кто? Бог и царь. Женщина в услужении. При этом она искусительница, поддавшаяся на уговоры змея. А значит, женская природа подвергается унижениям за проступок Евы. Тут уже недалеко от того, чтобы эпитет Венеры Люцифер, светоносная утренняя звезда, превратить в имя главного врага рода человеческого. Вообще для любой новой религии характерно два явления. Первое – это смешивать удобные черты старых богов с новыми. И второе – всех остальных превращать в злодеев. Так, сатана обладает вполне отчетливыми чертами греческого бога Пана, рога, козлиные ноги, и кельтского рогатого бога Кернунана. Наряду с уничижением прежних богов христианство постепенно отрицает и женское начало, которое играло огромную роль в древних мистериях. Но перейдем к архетипу Люцифера в современном человеке, а потом в женской ипостаси. И начнем с ответа на вопрос, что есть Бог. В широком смысле, не только в узкорелигиозном. Бог олицетворяет многовековой порядок. Также он является олицетворением патриархального общества, традиций, устоев, правил. Человек, который хочет жить своей жизнью, быть свободным, думать, прежде чем следовать каким-то шаблонам, он в этот момент приближается к архетипу Люцифера, бунтаря. Особенно женщина, когда она осмеливается заявить о своих желаниях и следовать им, нарушая патриархальный божественный порядок. Есть такое понятие «сигил Люцифера». В переводе с латыни слово «сигил» означает «печать». Это некий символ, точнее комбинация нескольких конкретных символов и геометрических фигур, состоящих из фигур и других знаков. В оккультизме сигил обладает мистическими свойствами и силами. Сатанисты, например, считают, что с его помощью они могут вызвать дух Люцифера, совершить какой-то обряд. Считается также, что в сигиле имеется какой-то шифр, тайна. Это могут быть имена или указания. И это самое интересное, из чего он состоит. Вот давайте посмотрим. Буква «В» означает Виктор, от латинского «победа». Это символ Венеры. Победа разума и духа над негативным аспектом бога тьмы и регресса. Часть перевернутой пентаграммы означает через тернии к звездам. Треугольник означает женское начало, феминизированный аспект Люцифера, дающий жизнь всему живому, ибо без света нет жизни.
И лишь нисходящие треугольники символизируют мужское начало. Перекрест и ромб означают единство и озарение разума. Как писал Карл Густав Юнг, Люцифер, по-видимому, лучше кого бы то ни было понимал волю Божью, направленную на сотворение мира, и самым точным образом исполнял ее, восстав против Бога и противопоставив Богу собственную, отличную от его волю. То есть Люцифер – это символ разума, думающего человека, умеющего противостоять неудобным для него традициям и вещам, с его точки зрения глупым или бессмысленным. Но архетип, понятие архетип, не знает нюансов и полутонов, поэтому Люцифер – это архетипичное зло. И в современном мире слишком заигравшийся в бунтарство человек рискует встать на скользкий путь, перепутав гордость с гордыней, свободу с анархией, индивидуальность с эгоизмом, уединение с одиночеством и так далее. Архетип Люцифера – это всегда балансирование на грани. Иногда Люцифера сравнивают с Прометеем. Они оба несли свет людям. Один свет разума, свободы воли, другой физический огонь. И оба были подвергнуты за это каре. Люцифер в женщине примерно то же самое. Смотрите, некоторые исследователи отмечают интересный факт. В русской культуре нет героини, соответствующей Венере. В западной, пожалуйста, она полна чувственных роковых красавиц. А у нас? Символ русской женщины – это кто? Купчихи с картинку Стодиева? Или пламенные революционерки, которые останавливают коня на скаку? Полные, грубоватые, суровые. Есть, правда, Елена Прекрасная, героиня фольклора. Вот что пишут об этом образе. В сказке главным героем является царевич. Но до Ивана Грозного царей на Руси не было, были князья. Значит, сказка относительно недавних времен. Иван-царевич, так звали старшего сына Ивана Грозного. А Елена – это одна из его жен. Красивая, молодая женщина, которая была избита своим свекром Иваном Грозным, по одной из версий, за то, что, зайдя в ее покой, он застал ее не особо одетой. Царевич вступился за жену и в возникшей потасовке был случайно убит отцом. Но возникает вопрос, почему Иван Грозный решил зайти в женский покой, с какой целью он навещал жену сына? Опять же, кто-то говорит, что он был неравнодушен к Елене. И тут мы видим очередную трагедию женского начала. Только появилась красивая молодая женщина, относительно раскованная. И сразу что? Унижение, побои, чья-то смерть. Современная женщина с архетипом Люцифера, она независима и свободна. Она живет не по правилам. Не выходит замуж, потому что 25 лет и пора уже, да? Не рожает только потому, что семья без детей не семья. Не держится за мужчину, лишь бы не быть в одиночестве. Не боится подать на развод в 50 лет. Она рискует быть осужденной обществом за это. Рискует остаться одна. Но в этом случае, если она не сумеет вовремя остановиться. Ведь предел должен быть во всем. Иначе мы как раз и попадем на темную сторону.